Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как разобрать и отремонтировать углошлифовальную машину. Моя углошлифовальная машина фирмы Штерн с недавнего времени начала сильно шуметь. Я подозреваю, что проблема с каким-то из подшипников. Раздается характерный шум и звук, что говорит о проблемах с подшипником. Осталось разобрать углошлифовальную машину и понять, в чем проблема. В первую очередь снимаем режущий диск и защиту диска. Теперь с помощью крестообразной отвертки откручиваем крышки щеток двигателя. Поддеваем крышку плоской отверткой и вынимаем крышку с щетками. Крестообразной отверткой откручиваем крепеж щетки и вынимаем ее из своего места. Крестообразной отверткой откручиваем блок редуктора от корпуса болгарки. Здесь есть 4 болта крепления. И снимаем редуктор вместе с корпусом якоря. Здесь видно, что подшипник якоря сильно разбит и требует замены. С помощью такого съемника необходимо снять подшипник со своей оси. Вот видно, что при съемке подшипник рассыпался, и его пришлось убивать в тисках с помощью обычного керна. Сразу же я проверю второй подшипник, который находится возле редуктора. Выкручиваем крышку редуктора. Видно, что смазка еще есть, и надо добраться до подшипника. Теперь с помощью крестообразной отвертки откручиваем фиксатор подшипника в корпусе редуктора. Учитывая, что этот кусочек уже не приваришь, пришлось купить новый корпус редуктора. Снимем верхнюю часть редуктора. Здесь все как положено, сюда необходимо запрессовать новую втулку. Учитывая, что эта часть лопнута, достается втулка очень легко. Она не имеет почти выработки и еще пригодится для работы. Смажем литолом посадочное место втулки. И аккуратно ее запрессуем в свой корпус, чтобы не было перекосов. Используя небольшой молоток, несильными ударами забьем эту втулку в корпус редуктора. Вот она на своем месте. Для того, чтобы заменить этот подшипник, я воспользуюсь новым наружным диаметром 28 мм и внутренним диаметром 12 мм. Также смазываем посадочное место литолом. Ставим на свое место подшипник и начинаем запрессовывать. Для запрессовки я воспользуюсь обычным болтом и большой шайбой. Одеваем ее с этой стороны, а с внутренней стороны будет идти также небольшая шайба и гайка. Осталось только затянуть. Фиксируем болтами опорную скобу подшипника.
Теперь смазываем ось якоря с помощью небольшого количества смазки. Я использую литол. И вставляем этот концевик в подшипник редуктора. И затягиваем гайкой. Затягиваем ключом на 13 с усилием. Крышку редуктора я менять не буду, потому что старая в нормальном состоянии, люфта подшипников нет, и эту можно оставить в запас. Осталось хорошо смазать шестерни редуктора. Я для этого использую универсальную смазку для редукторов, которая термостойкая и не боится больших нагрузок. Хорошо промазываем шестерни. И соединяем обе части редуктора. Теперь с помощью мелкой наждачной бумаги зачищаем ламели двигателя от налета до блеска. Вот они стали блестеть, и можно собирать все в корпус. Помещаем якорь в обмотку. И прикручиваем редуктор к корпусу болгарки. И прикручиваем щетки такими маленькими шурупами. Сверху закрываем щетки защитной крышкой. И закручиваем большим шурупом. Осталось проверить работу углошлифовальной машины, и работа будет закончена. Для проверки болгарки я одену круг по плитке и проверим, как она работает. Вот, углошлифовальная машина работает без проблем, и можно дальше делать ремонты. Вы были на канале Деломастера Боится. Вы посмотрели видео о том, как заменить корпус редуктора и подшипники углошлифовальной машины. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.